АвтоВАЗ просит у государства 100 миллиардов рублей на оплату подорожавших кредитов. Институту НАМИ требуется 60 миллиардов на разработку единой модульной платформы для УАЗа, Лады, Москвича и ГАЗа. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. В профильных ведомствах вновь рассматривают вопрос поддержки АвтоВАЗа, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу госкорпорации Ростех Сергея Чемизова. Он отметил, что из-за повышения ключевой ставки значительно возросли расходы на кредиты для АвтоВАЗа, что привело к увеличению выплат банкам на миллиарды рублей в год. Напомним, что Ростех является совладельцем ВАЗа. Кредитная нагрузка на АвтоВАЗ остается высокой. Мы продолжаем вкладываться в повышение локализации, расширение производства и обновление модельного ряда, поскольку без этих инвестиций компания не будет конкурентоспособной. Однако рост ключевой ставки приводит к увеличению выплат процентов банкам на миллиарды рублей ежегодно, цитирует агентство слова Чемизова. В интервью РБК глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что общий долг компании перед банками превышает 100 миллиардов рублей. Это серьезная нагрузка, особенно при текущей ключевой ставке, что требует дополнительных почти 20 миллиардов рублей ежегодно на обслуживание долгов. Однако банки продолжают доверять нам, и у нас есть открытые долгосрочные кредитные линии в ряде финансовых учреждений, отметил Соколов. АвтоВАЗ озвучил планы на следующий год. По итогам этого года компания планирует выпустить 500 тысяч автомобилей и ставит такую же цель на следующий год. Соответствующие вопросы обсуждались на заседании Совета директоров автогиганта. Этот год на предприятии оценивают как финансово успешный, благодаря обеспечению безубыточности и стабильной работы. В следующем году АвтоВАЗ направит 45 миллиардов рублей на развитие модельного ряда и модернизацию производства. Сейчас у компании 1650 поставщиков комплектующих, более 80% из которых российские. Уровень локализации производства автомобилей Лада достигает 90%, 4500 баллов. Кроме того, пересмотрены сроки начала производства товарных партий Лада Искра. Если ранее запуск планировался на февраль, теперь он перенесен на весну. Когда Институт НАМИ начал разработку единой модульной платформы, предполагалось, что она станет основной для множества разнообразных автомобилей, включая кроссоверы УАЗ. Однако в итоге единую модульную платформу использовали только для создания премиальных моделей Аурус, седана Сенат, кроссовера Комендант и минивэна Арсенал. Тем не менее, идея разработки отечественных агрегатов остается актуальной. Еще в 2022 году на парламентских слушаниях назывались конкретные суммы. 30 миллиардов рублей требуется на создание автоматической коробки передач, 10 миллиардов на современную механическую трансмиссию и 20 миллиардов на полноприводную систему. На реализацию этих проектов отводилось 4-5 лет. В конце 2022 года появились более конкретные планы. Федор Назаров, генеральный директор в ГУП НАМИ, подчеркнул стратегическую важность разработки собственной модульной платформы для автомобилей классов С, Д и Е. Такая архитектура позволила бы разным заводам выпускать свои машины. Однако без бюджетной поддержки реализовать это в России сложно. Эту идею поддержал Минпромторг. На недавнем Баркемпе в Санкт-Петербурге представитель министерства Алексей Матушанский сообщил: «Мы закладываем разработку национальной модульной платформы для автомобилей гольф-класса, среднего и бизнес-класса. Ведущая роль в этом проекте будет у НАМИ. Основная цель – унификация компонентной базы для платформы, ориентированной на последовательные гибриды и электромобили. Для реализации проекта в федеральный бюджет на следующие 2 года заложено почти 90 миллиардов рублей. Пока это только план. Но если средства будут эффективно использованы, перспективы российского автопрома выглядят многообещающими. АвтоВАЗ займется производством кроссоверов и легковушек, ГАЗ – фургонов и микроавтобусов, УАЗ – внедорожников. Унифицированные машины станут надежными, продуманными и доступными, а заводы будут обеспечены заказами. Конечно, такой переход невозможен за 3 года, но очевидно, что правительство осознает масштаб проблем в отрасли и готово помогать финансово.
Напишите в комментариях, помогут ли АвтоВАЗу очередные вливания средств. Ну и обещанная мною шутка. Люди, отказавшиеся пересаживаться с иномарок на отечественные Лады Аура, пытаются пересадить всю страну с Ютуба на Рутуб.